По состоянию на 31 января число заболевших коронавирусом 2019 НСОВ составило 9776 человек. Было зафиксировано 213 летальных исходов, из них большая часть случаев приходится на провинцию Хубэй. Случаи завоза вируса отмечены более чем в 20 странах, но нигде, кроме Китая, инфекция не идет дальше, ее удается тормозить. На сегодняшний день на территории России выявлено 2 больных новой коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая. Пациенты изолированы и находятся под жестким наблюдением. Сегодня в выпуске: что такое коронавирус, как он появился и стоит ли нам его опасаться. Здравствуйте, мои хорошие! В последние дни в средствах массовой информации нарастает истерия, связанная со вспышкой вирусного заболевания на территории Китая. А именно, в начале декабря 2019 года появились первые сообщения о заболевших тяжелой пневмонией, без уточненного возбудителя, в китайском городе Ухань. Причиной стал вирус, который к настоящему моменту идентифицирован. Это коронавирус 2019 НСОВ. Был ли он ранее известен медицине? И да, и нет. Коронавирусы – большое семейство вирусов, в которое входят вирусы, способные вызывать целый ряд заболеваний у людей, от простуды до воспаления пищеварительного тракта. Преобладающей формой инфекции, которую провоцирует коронавирус, является респираторная. В ряде случаев она может приобретать форму атипичной пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома. Отличительная особенность вирусов этого семейства – сферическая форма. Их оболочка покрыта булавовидными шиповидными отростками, напоминающими корону при затмении Солнца, за что семейство и получило свое название. На данный момент в медицине известно 40 видов вирусов, относящихся к семейству коронавирусов, которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупнорогатый скот, свиней, лошадей, лебедей, верблюдов, птиц, зайцев, летучих мышей, змей и других животных. Коронавирус человека был впервые выделен в 1965 году от больного острым респираторным заболеванием. Данная инфекция распространена повсеместно и регистрируется в течение всего года с пиками заболеваемости зимой и ранней весной. Ежегодно на ее долю приходится от 4 до 20% всех лабораторно подтвержденных случаев ОРВИ. Инфекция распространяется воздушно-капельным, фекально-оральным и контактным путем. Источником инфекции являются больные с клинически выраженной или стертой формой заболевания. В некоторых ситуациях вирусы способны меняться, мутировать. Например, в 1997 году появился вирус птичьего гриппа, свиной грипп в 2009 году, тяжелая лихорадка с тромбоцитопенией в 2010 году и вновь птичий грипп в 2013 году. Возбудителями данных синдромов были вирусы, которые вследствие произошедших мутаций стали способны поражать не только животных, но и людей. Так случилось и в конце 2019 года с уже знакомым нам по выпускам новостей 2019 НСОВ. Самая известная эпидемия 21 века – эпидемия атипичной пневмонии 2002 года, вызванная коронавирусом SARS-CoV. Первый случай заражения тоже был зарегистрирован в Китае. Тогда властям не удалось сдержать распространение болезни, но Всемирную организацию здравоохранения они информировать об этом не стали, а также ограничили освещение проблемы в СМИ. Все это привело к росту числа заражений и распространению болезни за пределы страны. Эпидемия завершилась в 2003 году. За это время в 37 странах мира от атипичной пневмонии пострадали почти 8,5 тысяч человек. 813 скончались. Неудивительно, что очередная вспышка опасного коронавируса вновь случается в Китае. Это связано с высокой численностью и плотностью населения, а также традиционно тесным контактом жителей с дикими животными. Немного хронологии относительно вируса 2019 НСОВ.
Вспышка неизвестного вируса была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань в центре Китая. При обследовании заболевших было установлено, что все они посещали местный рыбный рынок, где можно было купить домашнюю птицу, змей, летучих мышей, кроликов, лягушек. Источником коронавируса стали дикие животные, мясо которых здесь продавалось. По словам специалистов, следы вируса были найдены в 33 из 585 проб, взятых на рынке. В начале января количество заболевших уже превысило 500. К 21 января появились данные о первых погибших от инфекции. Тогда же стало ясно, что коронавирус приобрел способность передаваться от человека к человеку. За короткое время власти Китая развернули масштабную борьбу с вирусом. 25 января закрыты въезды и выезды из Уханя и еще 3 городов. Отменены массовые мероприятия празднования Нового года. Перекрыты дороги, организован спецтранспорт. Все магазины оснастили тепловизорами и дезинфицирующими средствами. В общей сложности принимаемые в КНР меры по защите населения затронули около 1 миллиарда человек. 27 января Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска заражения новым китайским коронавирусом с умеренного на высокий. На данный момент во всех регионах Китая, включая провинции, автономные районы и города центрального подчинения, выявлены случаи инфицирования. Кроме того, высокий риск заражения отмечается на региональном и мировом уровнях. На 30 января случаи заражения помимо Китая зафиксированы в 19 странах, среди которых Япония, Южная Корея, Таиланд, США, Германия, Австралия. По первоначальным оценкам, заболевание не должно было унести большое количество жизней. Каким будет окончательный счет, пока неизвестно. Но если исходить из сегодняшних данных, то уровень смертности от коронавируса 2019 nCoV порядка 3%. Для сравнения, уровень смертности от гриппа в обычные годы держится в пределах 0,1%, а летальность атипичной пневмонии в 2002 году составила 9,6%. Но самой высокой смертностью на данный момент порядка 35% обладает коронавирус, который регулярно передается человеку от одногорбых верблюдов, дромадеров, и вызывает ближневосточный респираторный синдром. А теперь давайте рассмотрим, что на данный момент известно о развитии инфекции, вызванной коронавирусом 2019 nCoV, в организме человека. Инкубационный период, то есть время, прошедшее от момента заражения до появления первых признаков болезни, составляет от 1 до 14 дней. Пока есть основания предполагать, что при заражении человеком человека он не превышает 5 дней. А если передача вируса произошла от животного, то инкубационный период растягивается на более длительный срок. Отличительная черта нового коронавируса заключается в том, что он может передаваться от человека к человеку уже в инкубационном периоде, до вступления заболевания в активную фазу. Больной человек на этом этапе выглядит здоровым, и контакт с ним не представляется опасным, что повышает риск распространения инфекции. Вирус передается как воздушно-капельным путем, так и контактным, посредством прикосновения грязными руками к глазам, через инфицированные продукты и предметы обихода. 2019 nCoV вызывает острое заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Симптомы его схожи с симптомами ОРВИ в легких случаях и с симптомами атипичной пневмонии в тяжелых. Это повышение температуры до 38 градусов или выше, озноб, кашель, сухой или с небольшим количеством мокроты, ощущение сдавленности в грудной клетке, затруднения при дыхании, боли в области груди, общее недомогание, потеря сознания. Основная причина смерти людей при поражении коронавирусом – это прогрессирующее разрушение легочной ткани, приводящее к острой неконтролируемой дыхательной недостаточности, респираторному дистресс-синдрому. Существует ли лекарство от нового коронавируса? Увы. Поразить вирус очень сложно, и на данном этапе развития человечество не имеет по-настоящему эффективных средств от большинства из них.
Пострадавший от вируса 2019 НСОВ получает поддерживающее и симптоматическое лечение. То есть основные усилия врачей направлены на облегчение состояния пациентов. Тем не менее, китайские медики активно тестируют около 30 препаратов, имеющихся в арсеналах как западной, так и восточной медицины. Но точных данных, насколько эффективно такое лечение, пока нет. Сегодня более чем у 80% заболевших инфекция, к счастью, не дает тяжелых осложнений и протекает как обычная простуда или грипп, не переходя в пневмонию. Однако ученые предупреждают, что у коронавируса нового типа довольно высокая вероятность мутаций. Поэтому власти Китая и других стран принимают активные меры для сдерживания инфекции. В России на всех уровнях от федерального до регионального созданы штабы по борьбе с коронавирусом. Усилен мониторинг эпидемиологической обстановки. Проводится двойной контроль температуры на всех пунктах пропуска через госграницу, дистанционно и ручными приборами. С начала года проверено более 1 миллиона 160 тысяч человек. Прибывших пассажиров тщательно проверяют еще до того, как они выходят из салона, и не только на международных рейсах. 31 января Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем, кроме направления Москва-Пекин. Решение о режиме авиарейсов в Китай будет принято не позднее пятницы. Но уже сейчас полеты в Китай ограничивают многие российские авиакомпании. Регионы Дальнего Востока ввели ограничения на проезд через границу с Китаем. Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область закрыли пункты проезда через границу. Первоначальный срок – до 7 февраля. Благовещенск, стоящий на другом берегу Амура от китайского города Хэйхэ, приостановил программы культурного обмена. Благодаря тому, что китайская сторона передала России геном нового коронавируса, нашим ученым удалось в короткий срок разработать экспресс-тесты, которые способны в течение 2 часов идентифицировать вирус в организме человека. Кроме того, ведется активная работа по созданию вакцины от вируса 2019 НСОВ. Уже при создании этого видео с лент информагентств пришла новость. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса. Тем не менее, никто ни в России, ни в мире в целом не застрахован от встречи с новым вирусом. На данный момент за пределами Китая зафиксировано порядка 40 случаев заболевания. Болезнь у пострадавших протекала достаточно мягко и не было смертельных случаев. По прогнозам Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии, предположительно в Россию завоз вируса 2019 НСОВ начнется в феврале. Этому может способствовать стремительный темп прироста заболеваемости, передача коронавируса воздушно-капельным путем, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, которые граничат с некоторыми российскими субъектами Федерации, и окончание празднования китайского Нового года 1 февраля. Как же обезопасить себя и близких при вероятном распространении вируса по территории нашей страны? Обязательно мойте руки после посещения общественных мест. Не забывайте обрабатывать поверхности между пальцами. Продолжительность этой гигиенической процедуры должна быть не менее 20 секунд. Имейте в виду, что антибактериальное мыло не имеет преимуществ перед обычным. Но если вы долго не имеете доступа к воде и мылу, можно обработать руки дезинфицирующим гелем или спиртосодержащими средствами. Старайтесь не касаться грязными руками лица, особенно слизистых глаз, рта. В период вспышки, по возможности, избегайте контакта с людьми, у которых есть симптомы, похожие на простуду или грипп. В первую очередь насморк или кашель и мест большого скопления людей. Проводите влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Особенно тщательно обрабатывайте поверхности, с которыми чаще всего контактируете. Доводите до полной готовности блюда из мяса, птицы и яиц. В свою очередь, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности. При планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию. Воздержаться от поездок в город Ухань, КНР, до стабилизации ситуации. При нахождении на территории КНР не посещать рынки, где продаются животные, а также воздержаться от посещения культурно-массовых мероприятий с большим скоплением людей.
Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, маски. Мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебной организации, не допускать самолечения. При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР. И главный вопрос этого выпуска – стоит ли нам все-таки бояться нового коронавируса? Бояться не надо, но опасаться не помешает. На данный момент все данные говорят о том, что на нашем веку уже были эпидемии более страшных болезней, которые нам успешно удалось побороть. Да что там говорить. От того же банального гриппа по всему миру ежегодно умирает более 500 000 человек. А с гриппом-то уж каждый из нас знаком не понаслышке. Не поддавайтесь панике, искусственно раздуваемой многими мировыми СМИ, и соблюдайте несложные меры профилактики, обсужденные нами ранее. А в конце видео хочется уделить внимание рассылаемым в сети сообщениям об опасности посылок из Китая, отказа от бананов и особенно употребления алкоголя для профилактики коронавируса. Спешу вас заверить, что это фейковые рассылки. Получить коронавирус в посылке по почте невозможно. Впрочем, как и заразиться им после поедания бананов. Вирус крайне неустойчив к воздействию окружающей среды и, отрываясь от носителя, то есть от человека, довольно быстро теряет свои патогенные свойства и погибает. Ну а что касается приема крепкого алкоголя, особенно по 250 грамм за ужином, он точно не защитит от коронавируса, а вот понизить первичный иммунный ответ организма на вирусные инфекции вполне способен. А на сегодня это все. Берегите себя и близких. Не болейте. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!